Наверное, вы тоже видели такое количество разных видео, кажется, что это все реальность, и начинаешь переживать, а оказывается, это сгенерила нейросеть. Дело в том, что Sora выпустила новое обновление, которое позволяет теперь генерить очень реалистичные видео, при том, что видео могут быть с вымышленными людьми, персонажами и даже с вашим лицом. В этом видео, конечно же, я расскажу, где взять инвайт-код и расскажу, в чем особенности этой нейросети и как вы можете использовать эти видео для своего блога, для продвижения, либо, может быть, просто вы начинаете с нуля и хотите какие-то видео создавать для того, чтобы зарабатывать на монетизации. Меня зовут Галина Горбань, я занимаюсь продвижением в социальных сетях, на моем канале очень много полезных видео про рекламу, про продвижение, про маркетинг, поэтому подписывайтесь, задавайте свои вопросы в комментариях, а если вам нужна помощь, консультация, то я оставила под этим видео ссылочку, можете записаться, буду рада проконсультировать вас и помочь вам развивать свой бизнес в социальных сетях. Для того, чтобы вам зайти в Sora, просто вбиваете в Google Sora, заходите и, конечно же, вы видите вот такую подпись, потому что Sora в данный момент доступна в Канаде и в США, и поэтому в других странах вы можете воспользоваться только старой версией. Но если вы хотите все-таки попробовать не просто смотреть чьи-то видео, а создавать свои, то значит вам нужно зайти через VPN. Когда вы заходите через VPN, то, соответственно, вы попадаете в полноценный функционал. Изначально вас попросят ввести инвайт-код. То есть без этого кода вы не сможете просто так взять, зайти и создавать видео. Где взять этот код? Ну, во-первых, я в этом видео вам сразу покажу. Первый, кто его введет, тот сможет им воспользоваться. Остальные коды выложу в своем канале Telegram, поэтому вы можете перейти по ссылочке в мой канал Telegram и, соответственно, найти оставшиеся коды, которые у меня есть. После того, как вы ввели код, то вы попадаете в Sora. Аккаунт выглядит очень похоже, как Инстаграм и, в принципе, другие соцсети. Здесь можно создавать свои посты, на вас могут подписываться. Ну и в Cameos можно создавать аватары. То есть вы можете свое лицо прямо использовать, загрузить и создавать видео со своим лицом. Чтобы создать свой аватар, нужно вам приложение на айфоне, и вы просто выполняете инструкции и создадите свой аватар. Но вы можете воспользоваться лицами других людей, если хотите, например, создавать одинаковые видеоролики, либо, может, вы найдете те аватары там каких-то личностей, с которыми вы бы хотели создавать контент. Что здесь мы еще видим? Здесь мы пишем текст для видео. Ну, например, я пишу, что там толстый кот идет по супермаркету, избивает все, что на витринах, и ищет сметану, например. Находит и начинает ее есть. То есть не нужно какой-то супер длинный пост. Также учитывайте, что у вас есть всего 10 секунд, и если слишком какие-то сложные предложения, то получается, что будут какие-то обрывистые фразы, либо не будет до конца сделано это действие. Поэтому максимально кратко, но при этом в эти 10 секунд можно уместиться и создавать даже диалоги. Сейчас я вам покажу несколько примеров. Ну вот здесь, например, я делала вот такую генерацию. А что такое маркетинг? Бабушка, это когда ты на рынок приходишь, и тебе говорят, купи литр молока, а второй в подарок. Что-то у нас, значит, слабенько с этим маркетингом. Никогда молоко даром не предлагают. А что такое маркетинг? Бабушка, это когда ты на рынок... Не вместились, да, никогда даром молоко не предлагали, может, корову не дают. Я хотела, но 10 секунд не хватило, ну и, соответственно, немножко обрезалась. Ну, еще варианты. Вот, например, здесь такой вариант. Бабушка, а ты знаешь, кто такой таргетолог? А? Кто-то каретолог? Таргетолог. Каретолог, наверное, кареты делает. Ах ты, бабушка! То есть вот здесь тоже промпт у меня был достаточно простой, как бы диалог, и получилось такое видео. Можно делать сенсационные видео, когда там собака спасает ребенка. Можно делать там такие юмористические, там люди спасают какого-то там полного человека. То есть в целом можно делать различные видеоролики. Вот, например, с котом, то есть, в принципе, как бы интересно смотреть, кажется, что это кот реальный. Как раз Sora добавляет свой логотип, чтобы люди видели, что это все-таки контент нереалистичный. Но некоторые умудряются убрать этот логотип, и, соответственно, уже такая сбивается реальность. Люди не могут отличить, где было настоящее что-то, а где было что-то вымышленное.
Поэтому для развития фантазии, для каких-то идей, в принципе, интересно. Картошку, а выкопала айфон. Ложу айфон и дальше копаю картошку. А вы все думали, что зря мы внуков на огород зовем. Помощи просим. То есть получается, что вы можете, в принципе, реализовать любую идею, которая пришла вам в голову. Все видеоролики можно скачать, то есть вы здесь нажимаете и здесь потом на 3 точечки и загружаете свои видеоролики. Конечно, сейчас многие будут рассказывать о том, как случилось чудо и с 0 до миллиона подписчиков вырос в ТикТоке, там на Ютубе или еще где-то, но здесь нужно быть очень аккуратными, внимательными. Понятно, что не все видеоролики будут заходить, не все видеоролики будут нравиться людям и не всегда люди готовы подписываться. Поэтому если у вас в планах продвижения блога своего, если у вас экспертный блог, то вам нужно 100 раз подумать, для чего вам использовать такие видеоролики юмористические. Если, например, у вас серьезный бизнес, и для чего вообще людей веселить. Люди веселиться пойдут в юмористические какие-то блоги. Если же вы хотите, например, наоборот, развивать свой блог для того, чтобы монетизировать, то есть вы хотите выйти на какое-то количество просмотров, понятно, что юмористический контент, он хорошо заходит, и он может помочь вам набрать достаточное количество просмотров, но в целом во всем продвижении все не так легко, просто, и не всегда одно видео совершает какое-то чудо, и на вас сразу много людей подписываются, либо видео набирает 1 миллион просмотров. Поэтому нужно все пробовать, тестировать, и главное, чтобы это доставляло вам удовольствие и приносило какие-то определенные результаты. Если вы хотите, например, что-то в своем бизнесе сделать, там, например, у вас экспертный блог, и вы хотите какое-то видео, но у вас нет возможности снять, то нейросети очень хорошо помогают это сделать, придумать какие-то видео, но не всегда получается все так гладко, что вот с одного дубля написали 2 предложения и все получилось. Иногда приходится делать или несколько генераций, либо просто делить сюжет на несколько частей. Ну и, соответственно, более качественные видео получаются, когда вы создаете, например, фотографии, а потом эти фотографии оживляете, прописываете, что должен делать объект, то есть тогда это такие более точечные действия получаются, и тогда можно какой-то прям сюжет полноценный сделать. Сора немножко другой у нее формат, по-другому чуть она работает, но в целом нужно пробовать. Главное, чтобы вы понимали, для чего вам эти видео, для чего вам публиковать такой контент, какая у вас конечная цель. Потому что если у вас в планах продвижения своих товаров или услуг, то в таком случае вам нужна реклама для того, чтобы развивать свой блог, и для этого нужно конкретное видео с конкретной целью, то есть либо что будет побуждать людей подписываться на ваш блог, либо что будет людей побуждать покупать в вашем блоге. Поэтому все продвижение, оно в принципе строится на бесплатном. А органический трафик я всегда называю его таким дополнительным приятным трафиком на ваш блог, который бонус, можно так сказать, к вашему продвижению. Но главное, чтобы вы привлекли именно ту аудиторию, которая вам нужна, потому что на все-таки такой сенсационный контент, юмористический контент могут прийти не те люди, которые вам нужны, и, соответственно, ваше продвижение будет тоже немножко в таком ступоре. Поэтому, если вам нужна стратегия продвижения в социальных сетях, то жду вас на консультации. Если вдруг вы хотите научиться с помощью нейросетей создавать фотографии со своим лицом, то есть сделать себе полноценную фотосессию, то под этим видео есть ссылка на мой курс, где очень понятно просто объясняю, как создать своего цифрового аватара и создавать фотографии любые с Пинтереста, создать красивую ленту в Инстаграм, делать фотосессию своего товара. То есть очень такой простой, подробный курс с постоянным доступом. Также у меня есть курс «Как делать макеты для рекламы с помощью искусственного интеллекта». Тоже ссылку я оставлю под этим видео на оплату этого курса. Если вам интересно подробнее о нем узнать, то вы можете прочитать в моем посте в Инстаграм. Если у вас остались какие-то вопросы, либо вы, может быть, пробовали что-то уже генерить в Sora, видите какой-то результат, либо добились какого-то успеха с помощью таких видео, то поделитесь в комментариях. И не забудьте, что коды пригласительные я оставила в своем канале Telegram.